Двоечки, привет. Сегодня у нас расклад «Твоя новая любовь». И давайте в долгий ящик откладывать не будем. Сразу скажу, двоечкам обязательно нужно прийти в проживание аркана. Ссылки в описании к видео и в закрепленном комментарии к этому видео. Почему? Потому что двоечек я люблю. Итак, давайте начнем наш расклад. Итак, двоечки. Первые две карты — это сигнификация, что сейчас в твоей жизни творится. А у тебя тут понятно. У тебя прям вот вся дорожка выстелена. И жизнь у тебя сейчас крутится вокруг одного персонажа. И вы это называете дружбой. Но знаешь, и я знаю, и ты знаешь, и он знает, что это, необычная дружба. Ты с ним уже проходила вот эту горячую фазу, когда вас тянуло друг к другу так, что вот мозг отваливался. И сейчас вы вроде как спокойней, но внутри вот все равно дергает. Например, если я тебе скажу, у него есть другая женщина, у тебя вот так вот, как сказать, вот эта вот штука, душа подхватывается, да? Ревность, да? Нет, не ревность, это вот чувство собственности. Но ты лицо держишь, вид делаешь, что у вас все четко, у вас просто дружба, что ты просто общаешься, просто контакт поддерживаешь. И не думаешь, а вот уговариваешь себя. Это безопасно, это все под контролем. В реале ты рассказываешь ему про все свои дела, он тебе про свои, переписываетесь ночью, кидаете друг другу всякие, вот эти вот мемчики, шуточки, видосики смешные, чужие истории обсуждаете. И со стороны это все мило выглядит. Два взрослых человека общаются как друзья, да, без всякой драмы, без ничего. А в реальности ты каждый раз отмечаешь, когда он пишет, когда читает, что лайкает, что пропустил, на что там, односложно ответил, да? Ты не психуешь, но ты фиксируешь это у себя в голове. Вы с ним одна команда, одна тусовка, там в каком-то общем поле другие красивые слова, где он все равно главный по настроению. Если он активный на связи, у тебя внутри теплее. Если он в себя уходит, ты тоже как будто притормаживаешь. И что интересно, ты сама себе рассказываешь, что давно вот эта вся страсть отпущена, и сейчас смотришь на него спокойно, просто друг. Но при этом ты все равно подстраиваешься. Если он куда-то зовет, ты двигаешь планы, чтобы получилось. Если он совета просит, ты включаешься на полную, даже когда устала. Если он там в компании рядом, да, ты чуть собранней, чем с остальными. Следишь за тем, что ты говоришь, как ты выглядишь и как ты реагируешь. И сама себе ты уговариваешь, и мне будешь писать, что, это просто уважение, мы же друзья. Но это ты себя обманывай, да, меня не получится. Это не только уважение. У тебя внутри вот это все еще жива память тела, что с этим человеком у тебя когда-то была, как говорится, другая история. И она никуда не делась. Просто вы поставили, знаешь, такой ярлык сверху «мы друзья». Поэтому сейчас у тебя вот эта странная смесь. С одной стороны, обычная жизнь, там, свои дела, свои заботы, а с другой стороны, вокруг него построен отдельный внутренний мир.
где ты проверяешь, там, не перегнул ли он с флиртом, не дает ли каких-то намеков, не зашел ли, да, чуть дальше, чем просто приятель, друг. И параллельно ты очень стараешься не показывать, как он до сих пор на тебя влияет. Еще раз повторяю, вангуя комментарии твои, да, это просто, конечно же, друг. Мы с тобой в это свято верим. Так кто этот человек, с которым будет любовь? Ну, не из будущего это человек, он уже есть. И ты его слишком хорошо знаешь. И намекать мне, то, что это тот самый, с которым ты уже, как говорится, развалила все это он. У вас жесткий облом с ним какой-то был. Не просто тихий расход, а вот когда внутри все рухнуло. И ты прекрасно тот момент помнишь, когда вот стало ясно, что дальше так нельзя. Когда были слезы, блоки, обиды, вот это ощущение, что тебя оставили ни с чем. Ты вот тогда решила, что так больше не хочешь, что достаточно, что хватит уже вот этих историй. Но время прошло, и боль притихла, да, и вы как-то аккуратно вышли вот на этот контакт. Сначала по пустякам, потом больше, и в итоге как-то вот само все так получилось, что ты даже сама не заметила, как опять дала ему место в своей жизни. И вот тут есть важная штука. Это не про то, что ты не уважаешь себя или там готова терпеть все подряд. Нет, тут другое. Ты знаешь его сильные и слабые стороны. Ты знаешь, как вот он реагирует, когда ему тяжело, как закрывается, как выталкивает нет-нет тебя из своей жизни. Ты знаешь, где он тянет, а где плывет. И ты вот в какой-то момент поймешь, что этот человек не просто там бывший, да, а тот, с кем у тебя есть незаконченный разговор. Не про прошлые претензии, да, а про нормально вот это взрослое «а чего мы сейчас делаем-то?» И ты дашь ему шанс. Не из жалости и не из-за вот этого... И не из-за вот этого страха остаться одной. Нет. Ты дашь шанс, потому что ты увидишь, что он тоже меняется. Не по словам, а вот по поступкам. Он вкладываться начнет не только в свои дела, но и в общение с тобой. Перестанет вид делать, что ему все равно. Потому что, давай объективно, вы оба делаете вид, что вам все равно, что вы друзья. Но ни он и ни ты в глубине души так не думаете. Начнет он уточнять, как ты там себя чувствуешь, твоими планами интересоваться, что-то конкретное предлагать. И ты просто поймешь, что у тебя есть выбор. Вот оставить все как есть, да, в формате вот этой удобной дружбы, или снова зайти в историю с ним, но уже по другим правилам. И чё кота за яйца тянуть, ты выберешь то, что дашь шанс. И не для того, чтобы прошлое вернуть, а чтобы проверить, возможен ли вообще вот этот другой формат с этим конкретным человеком. И, конечно, любовь пойдет не с нуля, а с той точки, где вы однажды все сломали. Просто сейчас ты уже не та девочка, которая словам верит. И смотреть ты будешь на него прям очень внимательно, и все равно сознательно на это пойдешь, потому что ты чувствуешь, что именно с ним ты хочешь разобрать вот эту вот тему до конца. Третий вопрос у меня: как вы встретитесь? Но вы уже встретились. И тут не про первую встречу. Тут про, знаешь, какой момент? Когда ваш новый заход реально стартанет. Ну, это, конечно, мы понимаем, и я, и ты, и даже он понимает, что это не будет там романтический ужин с розами и с колечком. У вас все обычно начнется. Вроде бы даже, вот как сказать, мимолетный эпизод, где вы опять упретесь лбами. Будет общая какая-то движуха, куда вас обоих затянет. Это или день рождения, или празднование Нового года, или вот
Общая встреча, ну точно вот не тихий вечер на диване под просмотр всяких сериалов. Нет, там будет шумно. Кто-то спорить, кто-то на себя одеяло тянуть. И вы вот в какой-то момент сцепитесь в разговоре. Не в скандале, нет, а вот в живом таком обсуждении, где каждый свою точку зрения отстаивает. А ты-то у меня давно так не включалась и засиделась без вот этой ругачки. Но это не ругачка будет, это живой спор. И ты просто в этот момент почувствуешь, что с ним опять интереснее, чем с другими. Другие там что-то говорят, что-то обсуждают, а вам двоим пофигу. И он закидывает такие вот фразочки, реплики, на которые хочется тебе отвечать. Хочется спорить, хочется тему докручивать. Вот хочется и все. Он тоже в это время поймет, что с тобой он, как сказать, с тобой разговор живее идет, чем вот с другими, со всеми вот этими полупьяными людьми. И после вот этого, знаешь, эпизода у вас будет вот какой-то короткий диалог уже после толпы. Просто, как говорится, это вот я не знаю, как объяснить, но я тебе скажу, что я вижу у себя в голове. Вот смотри, куча народа, вы в разных частях народа, в разных частях комнаты, да, и куча народа. Все кто-то что-то с собой друг другом обсуждают, кто-то спорит. А вы как будто в этой толпе чувствуете то, что вас только двое. Вот я не знаю, как это объяснить, но вот как будто для вас, для двоих, никто другие не существует. Понимаешь? И вот тут, как сказать, такой разговор будет, как бы о вашем прошлом. Он начнет, и ты что-то добавишь, и вот атмосфера вот это поменяется. Не в сладость, а в честность, без игры, без масок, вот этих, у тебя же с ним маска какая, мы просто друзья. И вот без масок. И вот в этот момент у него поедет план. Он поймет, что хочет не просто с тобой болтать время от времени, да, как кто как поработал, а видеть тебя рядом нормально, не кусочками. И вот сразу после этой встречи, как сказать, у вас начнется все. И он предложит, как сказать, выбраться оттуда вдвоем. Вот я не знаю, как это объяснить, но ты меня понимаешь. Ты это почувствуешь, что он хочет не просто погулять, да, с тобой, а ты поймешь, что он хочет с тобой всего. По тону, потому как он будет настойчивее, чем обычно. И ты не против будешь ни в коем случае. Нет, вы сейчас играете вот на данный момент, в этот день вы сейчас играете «Мы друзья». И вот когда вы в этой компании столкнетесь, поспорите, потом по делу поговорите, и вот в этот момент начнется ваш новый этап. Возможно, даже компот в этот день будет, да, в эту ночь новогоднюю. Но чистой дружбы уже больше не получится. У вас начнется новый этап. Тут мне добавить больше нечего. Я вот как мог рассказал. Знаешь, когда я трактую карты, у меня в голове картинка, как все происходит. И я не всегда могу словами сказать, но вот толпа, куча народа, все кто-то что-то говорят, а вы вдвоем, и как будто не существует больше никого. Вот я не знаю, как объяснить, но ты сама это поймешь. Новый год будет у тебя не скучным. И помни, что дед за тобой наблюдает с крапивой, и смотри осторожней.